Это жесть, люди дорогие, блин. Это не прекращается. Просвета там уже нет почти. В пожарной части водопад. Венеция. Мы в Гаграх. Давай, падай. О, падай. Бам. На Свердловскую область обрушился мощнейший паводок, подобного которому регион не видел последние 6 лет. Масштабы бедствия действительно пугают. По официальным данным МЧС, в зоне затопления оказались сразу 17 муниципальных образований. Под водой оказались около 300 жилых и дачных домов, а количество затопленных приусадебных участков перевалило за 3800. В 4 округах региона – Первоуральском, Нижнесергинском, Горноуральском округах и в Кушве – власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Из самых опасных зон спасатели экстренно эвакуируют людей на лодках. Вот, смотри. Поселок Катик, 21:30. Главный удар стихии пришелся на западные и центральные районы области, где ландшафт изобилует малыми реками и водохранилищами. Абсолютным эпицентром бедствия стал город Нижние Серги. Здесь из берегов вышли сразу 3 горные реки – Заставка, Сторожевая и Серебрянка. Река Заставка, частично изменив русло, повредила 3 автомобильных моста и разрушила 2 километра автодороги. Подтоплено почти 500 домов, причем в 18 из них вода зашла прямо внутрь, повредив мебель и технику. Сейчас на улицах вовсю гудят мотопомпы, спасатели расчищают русла рек, а пострадавшим жителям власти обещают выплатить компенсации. На пруду плавает дерево. Берег почти затопило. Дерево отвалилось. Не менее драматичная ситуация складывается в Первоуральском городском округе. Из-за подъема уровня воды затопило городскую водозаборную станцию. В результате около 7500 жителей многоквартирных домов в один момент остались без воды. Чтобы спасти город от санитарной катастрофы, властям пришлось в экстренном порядке подключать резервный источник – Ревдинский водовод. Его пришлось промывать и дезинфицировать, чтобы пустить воду в систему. Мост уплыл, новый мост уплыл. Тут океан. Океан. С этой стороны море. Там океан. Моста нет. Трубы, по которым должна была вода течь, уплыли. Все. Апокалипс. Люди стоят, выехать не могут, всем на работу. А в пригороде Первоуральска, поселке Белимбай, разлившаяся река Петрушиха затопила 30 жилых домов. А вот жителям поселка Перескачка повезло меньше. Река Утка здесь продемонстрировала свой буйный нрав, полностью разрушив 2 моста. Причем основной мост пришел в аварийное состояние еще весной, и всего пару месяцев назад рядом построили временный деревянный мост. Сейчас бурным потоком уничтожены оба моста, и старый, и новый. Поселок Перескачка оказался отрезан от большой земли. Продукты людям теперь подвозят на машинах до места разрыва, а дальше местные жители переходят реку пешком по уцелевшим шатким остаткам конструкций. И там дом покажу такой. Прямо все и никуда не сворачивать. До красного забора и все. Прямо все до конца, до красного забора.
На севере области город Кушва переживает удар стихии. Буквально за неделю до паводка, 22 июня, здесь прошел разрушительный смерч, который срывал крыши с домов и валил деревья. Город только начал приходить в себя, как пришли ливни. Одноименная река Кушва вышла из берегов из-за гигантского затора из мусора и веток, хлинув во дворы частного сектора. Из-за паводка пришлось перекрыть участок трассы между Верхней Турой и Краснорусском, из-за чего автомобилистам приходится делать огромный круг через поселок Валерьяновск. Параллельно под воду уходят любимые места свердловских дачников – коллективные сады под Нижним Тагилом, особенно в районе Манзино. Там затоплено около 500 участков, размыты дороги к деревням Елизаветинская и Захаровка. Спасатели МЧС на резиновых лодках эвакуировали из зоны затопления более 50 садоводов, которые до последнего надеялись спасти свой урожай и не хотели покидать участки. Но вода поднималась слишком быстро. Даже в черте Екатеринбурга, в поселке Северка, реки вышли из берегов и смыли временную дорогу. Жители почти 30 домов оказались заблокированы, и теперь, чтобы просто вернуть им связь с миром, дорожникам нужно привезти и отсыпать 500 кубометров грунта. Причем сроки начала этих работ чиновники даже не называют. Синоптики Уральского гидрометцентра сообщают, что прошедший июнь стал самым влажным за всю историю регулярных метеонаблюдений на Урале. В Екатеринбурге и окрестностях выпало 196 миллиметров осадков. Это 271% от месячной нормы. Почти 3 нормы осадков вылилось на регион за 30 дней. Ситуацию усугубило то, что прошлая зима была невероятно снежной, а весна дождливой. Почва была максимально напитана влагой, и поэтому, когда в конце июня на область обрушился затяжной циклон, вся эта масса воды не ушла в землю, а скатилась в русло рек и водохранилищ. Сдержать такие объемы воды малые горные реки Урала просто физически не способны. Сейчас циклон над Свердловской областью медленно начинает ослабевать, но дожди будут идти еще несколько дней. Окончательное прекращение ливней и стабилизация уровня рек ожидаются только к середине недели. Дорожные службы заявляют, что они полностью готовы к восстановительным работам, но приступят к ним только тогда, когда уровень воды спадет до безопасных отметок.